Приветствую всех! Вы уже поняли, что сегодня речь пойдет об автомобиле BYD Yuan Plus и его комплектациях. Как только не называют авто Boot, BAT, Butte, Beat. Компания BYD. Послушаем китайцев. BYD 的元 Plus， BYD 元 Plus 风。比亚迪元 Plus。 Буду называть BYD или BID. Я расскажу свое мнение, какие комплектации брать, а про какие лучше даже не думать. Видео будет также полезно, кто уже взял себе юаня, так что не переключайтесь. Подписывайтесь на канал и поставьте лайк, а я начинаю. Кстати, Yuan Plus был впервые представлен на автосалоне в Чэнду в августе 2021 года, а официальный релиз автомобиля состоялся в феврале 2022 года. На сегодняшний день есть 5 комплектаций. Цены стартуют от 140 тысяч юаней до 168 тысяч юаней. Это примерно от 19 300 до 23 200 долларов. Мне попадалась картинка за сентябрь 2022 года. И цены в юанях раньше были ниже, то есть цена со временем в юанях подросла, но всего на 1%, но все же. Как перевести юани в доллары? Открываем браузер, заходим в Google и пишем $юань. Видим этот конвертер, вводим в это поле сумму, к примеру 167 800 юаней и получаем выше сумму в долларах. Запоминаем цифру, теперь когда будете видеть цену автомобиля в юанях, например 200 тысяч, делим сумму на полученную цифру ранее и получаем сумму в долларах. Давайте посмотрим выбор комплектации. И сразу обратите внимание на такой момент. Комплектаций 5, но в выборе их 7. Причина в том, что в комплектациях флагмана можно дополнительно заказать шины Continental, и в конце заказа они попросят за 4 колеса всего 2000 юаней. Это примерно 280 долларов. Это супер выгодное предложение, так как одна шина в среднем стоит около 180 долларов, но чаще еще дороже. То есть за весь комплект в магазине придется отдать около 700-800 долларов, а китайцы предлагают их же за 280. Я бы настоятельно рекомендовал брать с этой опцией, так как китайские шины хуже себя ведут в различных условиях, особенно в дождь. Они часто буксуют, и во время экстренного торможения довольно далеко скользишь вперед. Continental в этом плане гораздо качественнее, лучше держит дорогу и тише. Цвета оливковый, серый, белый, синий, красный за доплату в 2000 юаней. Так на сайте не сразу понятно, какой цвет лучше, вот вставляю картинки, как оно выглядит в реалии. Салон только в одном цвете, но на сайте есть пометка со звездочкой, что текстиль крыши может быть белый или черный. Выбрать нет возможности, как повезет. Почти всегда попадаются светлые, но вот так выглядит черный, как потолок в BYD Sun Plus. Передняя подвеска автомобиля Макферсон. Система Макферсон состоит из пружины и амортизатора, установленных вертикально, которые помогают смягчить удары и обеспечить комфорт при движении. Задняя подвеска многорычажная. Она состоит из нескольких рычагов, которые связывают колеса с кузовом автомобиля. Этот тип подвески обеспечивает лучшую устойчивость автомобиля при ускорении и торможении, чем полузависимая подвеска или так называемая балка. И под автомобилем по центру видим большую Blade батарею, прикрытую пластиком, но не бойтесь, дополнительно батарея защищена толстым слоем металла. И также батарея имеет жидкостное охлаждение и подогрев. Кстати, кузов автомобиля вообще без оцинковки, но в таком ценовом сегменте у китайцев мало кто может похвастаться оцинковкой. Популярные модели Honda ENP, ENS, Honda MNV также не имеют оцинковки. Весь салон из эко-кожи и сиденья также. Кожа очень приятная и качественная. Что интересно, есть перфорация в сиденьях во всех комплектациях, но нет вентиляции и подогрева в любой из комплектаций. Но раз есть перфорация, то доставить вентиляцию при желании можно. К сожалению, нет памяти сидений во всех комплектациях. Хотел бы сказать, кому нужна память сидений, покупайте Sun Plus, но в новом чемпионском издании память убрали. Китайцы странные ребята.
Либо можно купить на лето такую накидку, костыль, но главное, что будет выполнять свою функцию. Во всех комплектациях есть беспроводная зарядка телефона. Это большой плюс, если ваш телефон поддерживает это. Нет подогрева руля. Многие скажут, это плохо, но автомобиль можно удаленно включить, и за 5 минут прогреется салон и соответственно нагреется и руль. Это же не ДВС автомобиль, у электрички печка греть начинает сразу, ждать прогрева двигателя не нужно. Кстати, по габаритам, кто не может понять, насколько большой автомобиль, так вот максимально похож на него Haval Julian. Есть незначительные отличия в 1-2 см у них, и колесная база почти такая же. Поэтому если хотите примерить Юани на себя, зайдите в салон Haval, посмотрите на него, а заодно и тест-драйв сделайте, если получится, чтобы понять габариты автомобиля в движении. Еще огромной популярностью пользуются Honda MNV и Honda ENP. Так вот, Honda будут меньше по габаритам, чем Юань Плюс. Многие говорят, что Юань Плюс это BYD Дельфин, только повыше. Вот вам визуальное сравнение Юаня и Дельфина. А еще недавно вышел BYD Seagull – Чайка. Думаю, вам также будет интересно посмотреть на Юаня на фоне нее. Или наоборот интересно, как Чайка на фоне Юаня выглядит, и вы присматриваете автомобиль своей второй половинке. Давайте перейдем к таблице. Цена привлекательна у первой комплектации, но я настоятельно не рекомендую смотреть ее. Помимо того, что батарея меньше, так еще и авто пустое совсем. Вторая комплектация гораздо богаче, и она даже богаче по оснащению, чем третья. Поэтому, если вам не нужна большая батарея и вы хотите сэкономить, лучше возьмите вторую комплектацию, а не третью, в которой батарея чуть больше, но комфорта меньше. Третью комплектацию Honor или честь так называемую берут на удивление немало людей, и лично считаю это ошибкой. Самые крутые и интересные комплектации это флагман и флагман плюс. Чтобы вам не говорили продавцы, я бы не рекомендовал соглашаться на любые другие, и я попробую вас далее убедить в этом. Раз мы заговорили за батарею, батарея литий железофосфатная Blade Battery. Хоть топором ее руби, она не загорится. Есть две доступные емкости батареи на 50 и на 60 кВт. Я считаю, что если есть возможность взять батарею больше и если это позволяет комплектацию, то ее лучше и брать. Главное не в ущерб оснащению. Кстати, для тех, кто хочет взять вторую комплектацию на 430 км с батарейкой на 50 кВт, сильно не расстраивайтесь. По факту следующая батарейка даст всего на 80 км больше пробега, а в реальности это километров 50. Если максимальная версия проедет реальные 350 км, то вторая комплектация 300 км. У первой и второй комплектации максимальная мощность быстрой зарядки 70 кВт в час, а третья, четвертая и пятая комплектация 80 кВт в час. Моторы у всех комплектаций одинаковые на 150 кВт, только передний привод. У всех одинаковый разгон до 100 км в час, 7,3 секунды. В общем, динамики движения во всех комплектациях будет хватать. Давайте проверим. Выбираем спорт режим. Нажимаем педаль в пол и погнали. 7,3 секунды не соврали. А какой тормозной путь со 100 километров? Получаем результат 39,59 метра, то есть 40 метров. Это хороший средний показатель. У топовых автомобилей тормозной путь составляет 34 метра в среднем. Заглянем под капот. Видим этот мотор. Тут же видим тепловой насос. Теперь вы знаете, как он выглядит. А это 12-вольтовый аккумулятор, очень компактного размера. Заметил такое отличие. У разных комплектаций по-разному закрыто подкапотное пространство. Во флагман плюс версиях всегда есть крышка, закрывающая мотор. Во флагман то есть, то ее нет, но в основном нет. В комплектациях 1, 2, 3 точно крышки нету. Кстати, в европейской Atto 3 подкапотное пространство во всех комплектациях ничем не прикрыто. А вы ничего не заметили странного под капотом? Давайте еще раз включу и поставлю на паузу. Вот смотрите, есть потеки на кожухе.
Это капает конденсат и стекает на электроуправление. Потом возникает ржавчина. Вот так водичка собирается со временем. Так эту проблему лечит официальный дилер на сервисе. Замотали теплоизоляцию трубку с фольгой и еще теплоизолировали узлы соединения. Если их не замотать, то будет капать с них в обязательном порядке. Тут и тут. А вот еще одно видео, где видно, что на резиновой трубке также образовывается конденсат. Так что лучше замотать все, что можно. Вот как показано в видео. Берете изоляцию из пененного полиэтилена или каучука, подойдет отражатель, который клеят за батареями, и все обматываете им и крепите стяжками. Если у вас авто уже так сделано, значит вы лечили эту проблему перед продажей, а у кого этого нет, рекомендую самостоятельно обмотать эти трубки, как показано на видео. Как вы успели заметить, места под капотом много, но франка, так называемого багажника под капотом, нету. Эту проблему можно решить. Продаются такие отсеки. Все ставится на родные места и крепится заводскими пластиковыми болтами. Доступ к омывайке или тормозной жидкости также сохранен. Вы посмотрите, какой огромный багажник становится. А чтобы удобнее было пользоваться, советую сразу поставить такие амортизаторы, как на видео. И не придется кочергу дергать каждый раз. А еще есть такой франк, но он неудачный, ниши гораздо меньше и еще закрывает доступ к тормозной жидкости. Он еще и последнюю нишу приклеивает, чтобы потом замучиться снимать во время обслуживания. Такие ниши обходите стороной. Инновационные функции являются главным отличительным признаком современного автомобиля, и поэтому я не могу понять людей, которые приобретают автомобили без этих возможностей. Уже давно наступил 21 век, поэтому это аналогично покупке кнопочного телефона в эпоху современных технологий. Во второй комплектации и во флагманах уже есть целый ряд функций, в первую очередь безопасности, которые себя окупят мгновенно после первой аварийной ситуации, в которой автомобиль поможет вам ее избежать. Адаптивный круиз-контроль. Автомобиль сам держит скорость за впереди идущим автомобилем. И, кстати, эта система хорошо умеет экономить расход электроэнергии, что увеличивает пройденное расстояние. Система интеллектуального круиз-контроля ICC. Это часть адаптивного круиз-контроля, который помогает адаптировать расстояние до автомобиля в зависимости от скорости. Меньшая скорость ближе к другим авто, большая скорость дальше от других авто. Система управления дальним светом. Сама включает дальний свет на трассе ночью, когда впереди нет автомобилей, и выключает, когда кто-то появляется на пути. Система предупреждения о выходе с полосы. Вдруг где-то отвлеклись, и она попытается вернуть ваше внимание на дорогу. Система экстренного торможения. Когда видит впереди человека или автомобиль, начинает сама тормозить. Система предупреждения о лобовом столкновении. Название говорит само за себя. 360 градусов камеры. Считаю автомобили без этой функции уже морально устаревшими, и максимум такую функцию можно не устанавливать в супербюджетные автомобили или супер маленькие, камер много не бывает. И самое важное в автомобиле – это подушки безопасности. Даже боковых подушек безопасности нет в первой и в третьей комплектации. А во сколько вы оцениваете поврежденную голову или жизнь? Стукнуться можно сильно. Только на этом моменте я бы уже лично отказался от этих комплектаций. Ограничитель усилия преднатяжителя ремня является важной функцией безопасности как для передних, так и для задних пассажиров. В случае неизбежной аварии и наступления удара преднатяжитель срабатывает и ограничивает максимальное перемещение тела человека при ударе до 1 см. У флагманов есть еще ряд крутых функций, но самое важное – это система мониторинга слепых зон. Мне лично уже много раз помогала избежать аварии. Была бы моя воля, запретил бы выпускать автомобили без нее. Напишите в комментариях, сколько вам такая система помогла избежать аварий. Высокоточный радар миллиметрового диапазона – это помощник для адаптивного круиз-контроля, но как видите, у второй комплектации всего один, а у флагманов 3. Во флагманах добавили еще 2 датчика для системы предупреждения о пересечении задним ходом RCTA, поэтому на каждую сторону добавили по одному датчику. Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим антибликовым покрытием. Бывало такое, когда едете ночью и вас слепит сзади идущий автомобиль дальним светом. Так вот, эта система автоматически затемнит зеркало, чтобы вас меньше слепило. Автоматическая парковка APA есть только у Flagman Plus версии. Автомобиль сам паркуется за вас, функция интересная, но я бы не акцентировал свой выбор автомобиля на ней. Но давайте посмотрим, как это работает. Вот автомобиль сканирует свободные места, выбираем место и запускаем автопарковку.
Остается только ждать. Но уходит около минуты. В это время я бы уже запарковался сам много раз. Да и доверить автопарковку автомобилю тяжело, спокойно, морально. А вот еще один вариант автопарковки в ускоренном режиме. Первая и третья комплектация автомобиля имеют всего 4 парктроника. Это означает, что только задняя часть автомобиля оборудована парктрониками, а спереди их вообще нет. Если вы заденете автомобиль всего один раз при парковке, то скорее всего уже будете сожалеть о своем выборе. А вот флагманская модель оснащена 12 парктрониками. Она выходит на совершенно другой уровень. Парктроники установлены со всех сторон автомобиля, за исключением дверей. Дисплей планшета диагональю 15,6 дюйма, только у флагман плюс версии. Будет приятнее устраивать киносеансы в автомобиле. Hi-Fi динамики. Только во флагманах установлено 8 динамиков против 6 у первых 3 комплектаций. И добавлена умная музыкальная кабина Direct. Когда ее включаешь, звук становится очень качественный. У кого есть эта функция, проверьте у себя. Выключите ее и включите обратно, а потом поделитесь вашими впечатлениями в комментариях. Открытие люка голосом. Для китайцев важно, а для нас это проходная функция. Электрорегулировка сидений в 6 положениях у водителя и 4 направлениях у пассажира, но без памяти сидений. Радует, что не додумались убрать в первой и в третьей комплектации. Электрооткрывание багажника. Есть только во флагман плюс версии. Очень удобная функция, когда не надо самому открывать багажник, а он это делает сам с кнопки. Но это также можно доустановить, но будет стоить около $200-300. А также PM 2.5 фильтр воздуха с интеллектуальной системой оптимизации качества воздуха. Автомобиль сам понимает, когда включить подачу воздуха с улицы или когда закрыть заслонки, если воздух снаружи грязный. Я лично забыл уже о том, что надо срочно включать рециркуляцию, когда проезжают заводы или когда рядом проезжает мусоровоз или грузовик с черным выхлопом, как будто у него в автомобиле уже все горит. И эти функции только во флагман плюс версии. Жаль, что их нет в обычном флагмане. Подсветка наружных зеркал заднего вида. Это такой знак приветствия, что автомобиль почувствовал вас. Как только вы с ключом подходите к автомобилю, загорается свет. Это очень полезно ночью, автомобиль подсвечивает вам землю, помогает не встать в грязь и тому подобное. Внутреннее освещение. Бывает монохромным, только во второй комплектации, и многоцветное у флагманов. У флагман плюс версии свет и вовсе ритмичный. Это очень классная штука, ночью создается приятная атмосфера во время вождения или когда вы просто сидите в ней. Так вот, этой функции нету ни в первой, ни в третьей комплектации. Функция электростанции. Это V2L, то есть когда автомобиль может отдавать электроэнергию, превращая автомобиль в большой пауэрбанк, а также можно запитать дом. Эта функция отсутствует только в первой комплектации. Панорамный люк. Кто-то скажет, что с ним будет проблемы, скрипы или будет нагреваться авто через стекло. Просто надо ухаживать за резинками и смазывать силиконом, как и все уплотнители. Стекло тонированное и атермальное, но можно закатать его максимальной тонировкой и забыть. Цена вопроса копеечная. Но жертвовать всеми перечисленными функциями и брать авто без люка, то это кощунство. Вы критически много потеряете. А еще вы потеряете рейлинги на крыше. Если нет панорамного люка, значит нет и рейлингов, и багажник вы на крышу не поставите. Либо придется потом докупать их отдельно. Во флагман версиях 4-5 комплектация диски 18 дюймов. Они более красивые, как по мне, но это вкусовщина. Хотя сразу стоит заметить, что купив авто подешевле, чтобы сэкономить, например, а потом возникает желание поменять диски, то комплект диска вам обойдется начиная от $600, плюс еще резину докупить, то есть минимум $1000. Возьмите на заметку. И нашлась единственная бесполезная функция. Внутреннее зеркало заднего вида без рамки. Тут нечего комментировать. А что идет в комплекте с автомобилем? Сейчас расскажу, там есть нюансы.
Это документация, молочко для ремонта шин, компрессор, зарядное устройство, знак аварийной остановки, жилет, буксировочный крюк, микрофон. microSD на 8 ГБ только во 2, 4 и 5 комплектации, так как в них есть регистратор. V2L адаптер только во 2, 3, 4 и 5 комплектации. В первой комплектации, даже если вы купите адаптер, работать не будет, так как нет самой функции в автомобиле. И щипцы и извлекатель колпачков колесных дисков. Подытожим. Первую комплектацию покупать ни в коем случае нельзя. Нет даже V2L. Придумана как входной порог и чтобы зашли посмотреть автомобиль в салоне. Третью комплектацию также не рекомендую никому. Она практически ничем не отличается от первой. Так что если будете рассматривать, лучше смотрите флагманы и вторую комплектацию. Между второй комплектацией и четвертой флагманом разница всего в $1800, но вы получаете на порядок больше функций безопасности и других плюшек, в том числе увеличенную батарею. Между флагманом и флагманом плюс разница всего в $1100. Это тот случай, когда вы задумываетесь, а добавить ли мне? Да, добавить. Разница минимальная, но вы получите больше дисплей, больше парктроников, умную систему климата, электробагажник, ритмичный свет салона и автопарковку. Эти функции стоят гораздо дороже, чем BYD просит за это. Удалил все лишнее и оставил только отличия между комплектациями. Просто посмотрите. Делайте правильные выводы. Поставьте лайк и подпишитесь, если хотите увидеть еще много интересного. До встречи!